Приветствую всех на канале, с вами Алекс Клэр, и сегодня мы поговорим о клипе Vs Danger XL. Немного обсудим то, что в нем показали, обсудим новых героев, воскресших героев и поговорим о том, что может ждать нас в 4-м сезоне. Итак, с вами Алекс Клэр, ну и мы начинаем. Сам клип начинается с демонстрации новой локации, которая называется Порт-Сити. Это город нововведенной фракции, именующийся Солтборном, и располагается он в землях Стражей. Честно говоря, я ожидал, что в этой локации будет происходить множество событий, а не просто открывающая клип-сцена. Я немного разочарован, ну как минимум из-за того, что этим городом могла служить любая уже показанная локация, и его нам показали просто для галочки. Ведь эта локация не несет никакой сюжетной нагрузки, но это не важно. О самом городе я уже рассказывал в предыдущем ролике, советую с ним ознакомиться, если кому интересно. Ссылка на скачивание данного города также будет находиться в описании предыдущего ролика, поэтому переходите, смотрите, изучайте. По сюжету в Порт-Сити обнаруживается 4-й Эндер Кристалл, который, по всей видимости, был спрятан за Ганерном и обнаружен войсками Незера. В данном случае в роли войск выступают Визер-ангелы, а их непосредственным лидером является Кая. Кто она вообще такая? Ну, во-первых, это визер-скелет женского пола. У нее нет крыльев, но она владеет магией аэромантии, позволяющей ей летать. И поэтому, собственно говоря, она и является лидером ангелов. Среди армии Незера ее прозвищем является Красный Ангел. И по сюжету клипа Vs Danger XL она хочет отомстить Азуре. У вас может возникнуть вопрос: за что? А я вам отвечу. В клипе Wings of Salvation Азура атакует аванпост Незера, на котором как раз таки и располагались визер-ангелы. А поскольку визер-ангелы считают себя семьей, ну во всяком случае, если судить по тому, как они общаются друг с другом, It's very risky, dear sister. ну то есть они буквально называют друг друга братьями и сестрами, Then I'll trust you, dear sister. то чувство Каи к Азуре вполне логично. Она мстит за павших братьев, если, конечно, их можно так назвать. И знаете, ее чувство мести просто зашкаливает. Ну то есть, по сюжету, король Наевус приказал спрятать Эндер Кристалл подальше от Фростборна, в то время как Кая решила нести его прямиком в их руки. Но потому что Кристалл — это единственная вещь, которой ангелы смогут привлечь внимание Азуры и выманить ее из безопасного места. И тут появляется самый интересный нюанс. Дело в том, что если бы Кая послушалась приказа Незерского короля, все могло бы произойти иначе. Ну, для начала сама Кая бы выжила, а не погибла бы от рук Азуры. К слову, забыл упомянуть, что Кая называет Азуру голубым ангелом, но потому что считает, что Азура своими крыльями пытается пародировать визер-ангелов. Кристалл бы остался цел и попал бы к королю Наеусу. Наеус, конечно, не смог бы его использовать, поскольку у него недостаточно для этого сил, во всяком случае, на данный момент. Because the thing is, not really everyone can use the End Crystal. It's mostly for experienced magic users like Stella and other Ender people. Крестоносцы все так же остались бы без кристалла, но вот Абигейл не смогла бы вернуться к жизни. А я попрошу заметить, что Абигейл считается законной принцессой Незерского королевства, а также истинной наследницей престола первого Незерского короля. Да-да, того самого, которого она упоминала в клипе Begin Again. I am the long-lost princess, heir to the throne of the Nether King. И да, тут хочется уточнить, что Наеус никогда не врал Абигейл, во всяком случае о том, что она является наследницей престола, и в том, что до Глутона в Незере был другой король, который является родственником Абигейл. Я не знаю, почему аудитория реаниматора вешает на Наеуса клеймо лжеца, но на данный момент Наеус не является таковым, поэтому держите это в своей голове. А дело в том, что Наеус по факту не является законным наследником трона, и из-за этого в самом Незере может произойти раскол. Ну то есть, кто-то будет защищать принцессу Незера и ее право на престол, а кто-то будет отстаивать права нынешнего монарха Наеуса, из-за того, что он, в отличие от Абигейл, сумел поднять Незер с колен, объединить все фракции под одним знаменем и провести в светлое будущее, в котором Незер станет величайшей державой, правда не сумев захватить в Оверворлде ни одного цивилизованного королевства. Далекие равнины не в счет, потому что кроме одной из незащищенной деревушки нам не показали ни одного города, который расположен в той локации. Так вот, я веду к тому, что Наеус сделал хоть что-то на благо своего королевства. В отличие от Абигейл, которая просто пришла на турнир, победила всех претендентов на престол, доказала свою ценность, стала помощником короля Глутона, а вскоре и защитницей Пиглинского королевства, в итоге умерла и по сути не сделала ничего. И поэтому логично, что народ Незера будет сомневаться в таком наследнике трона. Но
тут есть важный момент. Когда пиглинскому королю угрожала опасность, Абигейл спасла его жизнь и тем самым заслужила его уважение. Именно из-за этого, после того, как пиглины обнаружили эндер-кристалл в развалинах Ковина, Поркшир ничего не рассказал Наеусу, поскольку догадывался, что тело Абигейл все еще цело и ее можно будет возродить с помощью этого эндер-кристалла. Это доказывает, что Поркшир был верен принцессе Незра, а значит, когда потребуется, пиглины встанут на ее сторону и будут сражаться за ее трон. Я подвожу к тому, что после пробуждения в 4 сезоне Абигейл, скорее всего, отправится в Пиглинское королевство, где попросит пиглинов о помощи и впоследствии станет их предводителем. Из-за этого в Незре начнется гражданская война, или же война за трон. Наеус физически не сможет воевать на 2 фронта. Он и так мучается, сражаясь с армией Форсборна. А тут еще и бунт в собственных рядах. Я напоминаю, что пиглины занимаются поставкой ресурсов армии Незра. И если эти ресурсы не будут поступать на передовую, то армии Незра придется срочно отступать, что очень сильно переломит ход любых сражений, даже тех, в которых Наеус принимает прямое участие. Я глубоко убежден, что Наеус просто так не сдаст свой престол, пусть и законному правителю, поэтому столкновение Абигейл и Наеуса неизбежно. Хотя я не сценарист, я не могу ничего утверждать наверняка. Канон всегда можно переписать. Вот, например, в 4 сезоне крестоносцы должны были отправиться в Эндер, а теперь с 2 кристаллами на руках они не отправятся в Эндер и будут сражаться в Оверворлде, используя энергию тех 2 кристаллов. Me and the writing team, we actually never intended to bring her back. But all of these memes, like, maybe we can come up with something, because especially since the Crusaders failed to gather the End crystals and they're not gonna be powerful enough to defeat the Nether King. So, in a way, with the return of the Nether Princess, she's not gonna be willing to work with the Nether King, and this actually complicates the political landscape of the Nether Kingdom. Like, so King Neus is fighting multiple ends in the overworld, and now he also has to deal with an uprising in the Nether Kingdom. So basically, maybe his demise will come from the Nether tearing itself apart rather than just being brute forced by the powers of the End crystals. Также и здесь. Поэтому можно утверждать, что Абигейл сыграет решающую роль в победе над Узурпатором в финальном сезоне сериала Fracturis. И в целом можно сколько угодно говорить, что не нужно было ее возвращать, что нужно было ее оставить в полном покое во всех смыслах этого слова, однако, как мне кажется, нас ждет что-то поистине интересное. Как сказал Рейниматор, Абигейл не живет только чувствами к Рейну. Она отдельный персонаж с отдельными чувствами, эмоциями и идеями. Она не привязана к главному герою и поэтому имеет право на возвращение. К слову, я даже не уверен в том, что она знает, что Рейн жив. Ну, дело в том, что из-за влияния звезды Незра Абигейл стала бездумным зверем, потеряла контроль над собой и перестала осознавать то, что творила. Звезда испортила ее, и я полагаю, что заблокировала доступ к рациональному мышлению и прочим чувствам. То есть, скорее всего, Абигейл даже не осознавала того, что творила в событиях Via the Danger и Just So You Know, и не знала о том, что Рейн жив. По сути, последними ее воспоминаниями будут считаться те, которые подарил ей Кейн во время путешествия на болото. При этом клип Clear Skies не обесценивается, поскольку главный герой не знает о том, что Абигейл вернулась, и он действительно отпустил свое прошлое и двинулся дальше. И да, если у кого-то мог возникнуть вопрос касательно того, вернется ли Рейн к Абигейл или будет встречаться со Стеллой, то я хочу вас немного притормозить и сказать о том, что Рейн, если судить по тому, что показано, в целом никогда не испытывал особых чувств к Стелле. Он относится к ней как к сестре, но не как к любовному интересу. Поэтому шиппинг Ралла сложно назвать каноничным. Но возможно он станет каноном, поскольку, как было сказано ранее, Рейн двигается дальше. И возможно больше не захочет встречаться с Абигейл. Кто знает, поживем, увидим. А еще забавнее становится от того, что первоапрельский анонс клипа Beyond the Grave 2019 года, по-видимому, становится реальностью. К тому же, учитывая, что одноименная песня была уже написана давным-давно. И более того, есть вероятность, что Абигейл не будет использовать ближнебойное оружие, а как в былые времена воспользуется луком. Ведь в любом случае ее основное оружие, рубиновый шип, был переделан Наеусом на другое копье и благополучно забыт в Энди, поэтому Абигейл в любом случае понадобится новое оружие.
И вам наверняка любопытно узнать о том, кто конкретно заказал поиск тела принцессы Незера у тех двух прекраснейших пиглинов. Ну, точного ответа, к сожалению, пока что нет, поскольку это спойлер, поэтому есть лишь догадки. Во-первых, очевидно, что это должен был быть тот, кто знает о существовании Абигейл, и, возможно, тот, кто общался с ней лично. Кандидатами являются Рейн, главный герой, Ванесса, мама Абигейл, Наеус, нынешний король Незера, Кейн, знакомый Абигейл, Поркшир, бывший пиглинский король, Ланс, изгнанный Эндермаг, запертый в теле Горфа, а также какой-нибудь новый персонаж, которого нам не представили. Рейна мы можем спокойно вычеркивать из этого списка, Наеуса тоже, поскольку наниматель пиглинов попросил отнести тело принцессы подальше от короля Незера. Our client wants us to get her out of reach of the Nether King and his necromancer friends. И было бы нелогично со стороны Наеуса так поступать. Ланса мы также вычеркиваем, поскольку хоть это и интересный вариант, но я очень сильно сомневаюсь, что он мог бы хоть как-то взаимодействовать с пиглинами, не имея собственного тела. Хотя где-то на болотах ходит его подчиненный дракона-человек, но я сомневаюсь, что этот эксперимент смог бы хоть как-то взаимодействовать с пиглинами. И уж тем более их нанять и им заплатить. Остается 4 варианта. Кейн, Ванесса, король Поркшир и какой-нибудь новый персонаж. Рассматривать кандидатуру еще не появившегося персонажа не имеет смысла, поэтому остаются только 3 варианта. Кейн владеет информационной сетью, и, возможно, до него дошли слухи о том, что тело Абигейл не было уничтожено, а было скрыто в лаве от лишних глаз, поэтому нанять пиглинов мог именно он. Однако, есть один важный нюанс. Кейну плевать на мирный договор, который он заключил с Абигейл. Он готов его разорвать, и даже делает это во время вторжения в Пиглинское королевство. Я просто напоминаю, что Абигейл и Кейн заключили сделку, по которой Кейн и его люди не трогают пиглинов, а пиглины не трогают Кейна и его людей, а также прикрывают от влияния Незерского короля. Однако Кейну ничего не стоит разорвать этот договор. И я сомневаюсь, что с таким отношением пиглины бы захотели работать с этим героем. Остается Ванесса и король Поркшир. Ну, на данный момент непонятно, где и чем занимается Ванесса. Возможно, она вообще мертва, а возможно, очень хорошо скрывается. Поэтому касательно нее я не могу ничего сказать. Остается Поркшир, одна из самых влиятельных фигур Незера, приближенный короля Наеуса и пиглин, который до конца был верен Абигейл. Поэтому было бы логично, что именно он нанял этих пиглинов. Но опять же, на 100% информации у нас нет. Поэтому будем ждать 4 сезона, где нам все подробно расскажут. И я хочу акцентировать ваше внимание на том, что все это произошло исключительно из-за эгоистичных действий Каи. Жажда мести затмила ей разум, и она перестала думать рационально. Я не могу сказать, что Кая является слабым магом. Однако, как это обычно бывает, сильные чувства притупляют рассудок и инстинкт самосохранения. Поэтому, собственно говоря, несмотря на то, что Кая умеет управлять порталами, а также в совершенстве владеет аэромантией, она и проиграла Азури. А ведь если бы она послушалась приказа Незерского короля, она бы осталась жива. Хотя существует небольшая вероятность того, что она воскреснет, но потому что Кристалл и Незер-звезда взорвались из-за выстрела Азуры, и по Незеру пронеслась энергетическая волна, которая воскресила Абигейл и, возможно, воскресила и других павших персонажей. Actually, it's not just her who's affected by the shockwave. Like, maybe even Kaya could have been affected. Like, you know, right after she was thrown in lava, she's back to life again. Like, she would probably just go back up and meet with Azura again. Like, maybe other Nether Star users who were asleep before have been awoken by that blast. Because they're basically messing with magic that they don't know the capabilities of. Но если кто и воскрес от этой волны, то это были лишь те, кто пользовался незерскими звездами. Для протокола, в Незере существует очень много звезд, которые аналогичны кристаллам Эндера и являются артефактами, усиливающими королевскую знать. Существуют обычные звезды и прайм-звезда, которая на данный момент владеет Наеус. Обычными же звездами пользуются другие персонажи, такие как Кая. Глутон же и Элита, показанная в оригинальном клипе Via the Danger, никогда не использовали звезды Незера, и поэтому и не будут воскрешены. Поркшир также не воскреснет. А вот истинный король Незера, по совместительству отец Абигейл, возможно, появится в 4 сезоне. Хотя, опять же, нет никаких доказательств касательно того, что он 100% использовал звезду. Но давайте вернемся к Кае. Как вообще так получилось, что один из лидеров незерских фракций не стал подчиняться незерскому королю? I don't care about what the Nether King says.
Если рассуждать логически, все просто. Насколько я понимаю, Кая является лидером Визер Ангелов еще с момента правления короля Глутена. В момент, когда король Глутен пал, его место занял безымянный Пигман, который по совместительству являлся одним из генералов и имел расистские взгляды относительно Визер-скелетов, и поэтому не развязал с ними войну. Однако Кая не захотела участвовать в этой войне, и поэтому вместе со своими подчиненными решила осваивать территории Оверворлда. Из-за этого ангелы не принимали участие в гражданской войне, а продолжали сражаться с людьми на поверхности, тем самым наживая себе новых врагов. Когда к власти пришел Наеус, Кайе попросту ничего не оставалось, кроме преклонения колена перед сильным и могущественным Визером. В противном случае ее бы могли попросту убрать, а войска заставить подчиняться насильственным образом. Я думаю, подобным образом поступил и король Поркшир, ведь он вступил в альянс с Незерским королем, однако также имел собственные мотивы, потому что в противном случае Наеус также мог принудить пиглинов работать на него силой. А так был хоть какой-то шанс на мирное сосуществование. Все это приводит к мысли касательно того, что Кая попросту использовала Наеуса в своих интересах и, возможно, однажды попыталась бы восстать против него. Но на данный момент у нее не было такой возможности, потому что тот был под пристальной защитой верных слуг, таких как Кралос и Хоксфорд. И в целом я веду все к тому, что Кая это довольно сомнительный персонаж, который попросту заруинил Наеусу партию. И теперь, не имея практически ни одного туза в рукаве, кроме собственного могущества и ферм жемчуга Эндера, Наеусу придется выкручиваться из подобной ситуации. Я бы даже сказал, что в каком-то роде Кая своими необдуманными действиями и слепой жаждой мести спасла Оверворлд. И на этой философской ноте я с вами прощаюсь. Мне было очень приятно записывать этот разбор, пояснять какие-то моменты, и на этом все. С вами был Алекс Кларк, всем удачи, всем пока, до новых встреч, увидимся когда-нибудь завтра, пока!